Близнецы, приветствую вас, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на следующий месяц. Мы с вами посмотрим и проанализируем декабрь 2022 года. Вот мы плавно уже подходим к завершению этого цикла, этого сложного года. Посмотрим, с чем мы будем завершать этот период и с чем будем входить в Новый год. Работаю я сегодня с Таро золотой, простите, с Ленорман золотой нити, а также с Таро Аркания. И смотреть для вас будем традиционные сферы. Это общая энергетика месяца, а также работу, финансы, здоровье, личную жизнь и рекомендации от карт. Итак, поехали. Что у вас здесь? Как будет развиваться цепочка событий? Так, надеюсь, вам арканы хорошо видны. Приступим. Общая энергия месяца, как вы видите, у вас здесь падает шестерка огня, потому что здесь карта, которая показывает на ситуацию достижения целей, победы, новых возможностей. Это как превозмогая трудности, превозмогая боль, превозмогая какие-то препятствия. У многих это может быть достижение просто уже завершения каких-то процессов. У некоторых просто достижение цели, потому что здесь, обратите внимание, тяну вам дополнительный аркан, у вас ложится туз огня, особенно если это касается каких-то новых начинаний, новых перспектив. Конечно же, сама по себе шестерка жезлов у нас карта не только триумфа и достижений, но и карта переезда. Может быть отпуск, может быть какие-то просто плановые поездки, но много активности, много социальных связей, много общения и действительно много перемещений. Для кого-то может отыграться помимо командировки, переезд на новое место жительства, ПМЖ, то есть и более того, здесь еще по этим картам, это в принципе как начинать новый этап жизни с чистого листа, потому что перемены в этом случае коснутся очень-очень многих сфер. Если смотреть вопросы работы, тройка камней, она же тройка пентаклей. Ситуация стабильности. Почему? Потому что здесь это уже, знаете, как за что-то зацепиться. То есть даже если вы на текущем этапе по ряду причин работать не можете, то есть вы в декрете, либо вы не работающий пенсионер, то это много бытовых задач, которые лягут на ваши плечи. Это планомерное течение событий, ну и развитие вашей жизни. Если же вы у нас работу ищете, то здесь тройка пентаклей, королева мечей. Это проходить экзамен, это проходить собеседование, это проходить проверку на профпригодность. И могу сказать, вы ее успешно пройдете, потому что здесь доказать свою компетентность, свои возможности и подтвердить свои навыки. И если вы у нас наемный сотрудник, то тройка камней, тройка огня здесь вам сулят по перспективе развития. То есть вы можете здесь развиваться как в рамках предприятия, так и, допустим, самостоятельно и для себя искать новые возможности реализации в той же нише, в той же сфере. Ну, допустим, на более выгодных для вас условиях. Здесь только как рассматривать эти предложения. А вот если у вас свой собственный бизнес, то здесь падает у нас шестерка дождя, шестерка воды, шестерка чаш. Можно озвучить по-разному. Это идет возврат на какие-то прошлые позиции. То есть, допустим, коммуникация, взаимодействие с людьми, с которыми вы работали ранее. Можете пытаться с ними наново начать бизнес, либо наново начать сотрудничество. Или кто-то может возвращаться к той сфере, к той нише, где работал ранее. Ну, допустим, вы занимались там продажей тех товаров и услуг. Это дело отбросили, но сейчас это снова становится актуальным. Поэтому вы приложите к этому максимум усилия, чтобы развиваться в этом направлении. Если мы посмотрим с вами финансовую сторону вопроса, у вас здесь ложится двойка дождя. Получение денег из двух источников дохода, кооперация, новые возможности, приток денег, финансовая поддержка со стороны партнера или партнерши. Это, наконец-то, знаете, говорю, свет в конце туннеля. То есть появляется для вас новый шанс, новые перспективы увеличить свои финансовые возможности, приумножить свои финансовые ресурсы. Поэтому здесь карты говорят, что все ваши труды, все ваши старания, они окупятся старицей. Потому что, видите, для вас здесь перемены к лучшему. Если мы посмотрим вопросы здоровья, то вот здесь ложится у нас тройка ветра, тройка воздуха, тройка мечей. Можно озвучивать и называть это по-разному.
Как правило, эта ситуация, в данном случае это могут быть простудные заболевания, поэтому не переохлаждаться, не сидеть на сквозняках. И здесь сама по себе тройка воздуха, это все, что передается респираторным путем, но и обращаем внимание в любом случае на вопросы сердечно-сосудистой системы. Если у вас есть здесь какие-то нарушения, то есть они имели место быть, то по рекомендации лечащего врача мы проводим какие-то профилактические меры. Но основное значение, если даже смотреть по прорисовке этого аркана, это все-таки простуды. Поэтому берегите себя, тепло одевайтесь, пейте вкусные чаи и следите за тем, чтобы вы действительно нигде, знаете, как вас нигде не просквозило. Если смотреть вопросы личной жизни, у нас здесь ложится карта Луна. Неясность. Неясность, попытка разобраться в собственных желаниях, в понимании того, чего вы хотите от жизни, каким путем стоит идти, куда двигаться, потому что для себя вы сейчас, знаете, какое-то настолько внутреннее отчаяние, чтобы вы не понимаете, к чему это все приведет и куда двигаться. И здесь это не зависит от вашего статуса, то есть вы свободны, вы в треугольниках, либо вы в стабильных связях. Вы знаете, как туманное будущее, которое вас пугает. Потому что слишком быстро все меняется в мире, и вы не осознаете, не понимаете, как это отобразится на вас. Но вот для тех, кто у нас свободен, здесь у нас ложится аркан Император. Идет появление человека, который сделает вашу жизнь стабильной. Стабильной, структурной. У многих это будет зарождение семьи, это будет союз, который может привести, знаете, к очень таким серьезным связям, с замужеством, с деторождением. Это обрести родственную душу. Но единственное, что вы несколько можете быть дистанцировать от этого человека, потому что очень много будет неясности. Человек для вас как темная лошадка, и вас это несколько будет пугать и отталкивать. Если мы смотрим с точки зрения для мужчин, то это для вас женщина будет ясная, загадочная, может быть в чем-то мистическая, потому что, знаете, вести себя она будет не так, как все, то есть не так, как вы к этому привыкли. И именно этот момент вас здесь будет цеплять. Если вы в любовных треугольниках, у нас здесь падает паж воздуха, паж мечей, то здесь это аналитика, это попытки прояснить для себя ситуацию, взвесить все за и против, потому что анализировать, а не занимаетесь ли вы самообманом, а действительно ли вы наполняетесь от этих отношений, а идет ли отношение к тому, чего вы хотите, то есть как вы хотите их развития, соотносится ли с тем, что вы видите в этом союзе. А ощущаете ли вы здесь поддержку, любовь, заботу, какие-то эмоции, или вы постоянно один на один сами с собой? И развитие отношений идет только тогда, когда удобно вашему партнеру или партнерше. То есть это, знаете, больше как внутренний диалог с собой, чтобы прояснить, знаете, как связь для вас это поддерживающая, либо отравляющая. И если вы в стабильных отношениях, как мы видим, у нас здесь 4 камней, Луна, это сама по себе ситуация стабильности. Да, отношения в чем-то могут быть хрупкими, шаткими, это могут быть конфликты, это могут быть повышенная какая-то обидчивость. И вот здесь у вас могут быть внутренние страхи, что эта стабильность рухнет, либо что вы можете потерять этот союз. Но опасаться вам здесь нечего, здесь больше, знаете, как вкладываться в прояснение этих моментов, в прояснение этих страхов, которые вас тревожат, для того, чтобы именно этим образом стабилизировать ваши отношения, то есть сделать их структурными. Если смотреть рекомендации от карт, у нас здесь ложится паж огня. Карта, которая говорит о том, что, знаете, как поддерживайте внутренний огонь, проявляйте любопытство, не бойтесь задавать неудобные вопросы. Не бойтесь быть эксцентричными, не такими, как все. Избирайте для себя новую модель поведения. Пробуйте все то, чего вам хотелось, да, но до этого не доходили руки. Либо вы боялись, как на это отреагирует социум или общество. То есть здесь в какой-то степени идти на риск, бросать самим себе вызов, быть яркими, быть харизматичными, быть характерными. И именно эта ситуация и новая модель поведения поменяют вашу жизнь в лучшую сторону. А мы с вами посмотрим и проанализируем неожиданность этого периода. Что у вас здесь? Плетки, звезды и лилии. И дно колоды башня. Здесь через конфликтные ситуации, через споры, это, знаете, как добиться результата, прояснения ситуации, очиститься от каких-то сомнений, от комплексов,
очиститься от, может быть, самобичевания, когда вы за что-то себя винили. Это достижение цели, мечты и идеала за счет манипуляции, за счет конфликта. И видите, дно колоды, здесь падает башня. То есть это структура. Если это касается отношений, то как раз получить структуру через выяснение поведения вашего партнера или партнерши. Если брать эти арканы в целом, не привязывать их к отношениям, то карты, которые у нас могут говорить о внутреннем стрессе. Потому что, знаете, постоянно вам кажется, что все плохо, либо что вы идете там ко дну. Но вот это внутреннее напряжение, вот звезда и лилия, говорят о том, что вы сможете снять через реализацию. То есть нужно полностью погрузиться. Для кого-то в духовные практики, а для кого-то раскрытие через творчество, то есть какой-то творческий потенциал, работу. Потому что именно это и будет заглушать те внутренние переживания, которые отравляют вам жизнь и не дают комфортно себя ощущать. Месяц, если посмотреть в целом у вас, но он не настолько знаковый. У вас наиболее знаковыми, видите, являются вопросы личной жизни. Во всех остальных сферах у вас младшие арканы, то есть как месяц проходящий, то есть вы его, знаете, как просто легко проходите на выдохе, и вот уже перемены у вас будут в 2023 году. В любом случае, как вы знаете, все негативные аспекты мы для вас закрываем позитивными. Поэтому вам стабильности, вам любви, вам партнерства, триумфа, к которому вы шли и идете. Пусть все ваши цели, мечты, идеалы обязательно осуществятся. И сама Вселенная вам помогает. Я вам искренне от всей души этого желаю. Вот таким у вас выходит декабрь. От вас традиционно жду обратной связи по прошествии времени. Не забудьте черкнуть пару строк. Я же вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь. До новых видео.